Доброе утро, подруга. Здоровается. Ты смотри, какая. Умеешь здороваться? Дай лапку. Вообще, я ее сегодня уже покормила. Такая чудная она, конечно. Но нахаленок лезет в квартиру все равно. Настойчиво прям. Да? Нахаленок ты? В общем, единственный минус, конечно, она повадилась спать вот на этой подстилушке, которая была моего кота, и он теперь здесь не ложится вообще. Видимо, ею пропахло, и он не хочет. И теперь у моего кота на лоджии нет места, вот у этой мадамы теперь есть. Придется купить моему новую подстилушку, а эту убрать отсюда. Ну, я боюсь, что она снова придет, ляжет, и он опять не станет ложиться. В общем, тащишься ты тут, да? Нравится, тебе нравится. Ой. У нас сегодня тепленько. Я сушу тут белье. Так, смотрим. Ну, 16. Ой, нет, вру. 11. 11. О, это мой товарищ. А это его невеста, которая мама вот этой кошечки. В общем, как-то так. Мы будем завтракать. И сегодня я рисую. И пойдем просто походим. Чтобы дома не сидеть. Потому что я вчера не выходила, тоже рисовала. Чтобы постоянно не сидеть дома. Пойдем просто ходить. Что это такое с тобой происходит? Ой, Тимофейка, до чего тебя женщины довели? В кого ты превратился, а? Тряпка! Тряпка! Тимик, ну что ты правда какой-то неадекватный? Да что это такое-то? Хомячок мой. Вот мои туйки пережили зиму хорошо. В прошлом году я их покупала. И прекрасно они себя чувствуют. Одна вот такая не пережила. В общем, она засохла. Причем еще даже не в зиму, а еще по осени. Розы. Прекрасно перезимовали розы. Они дали новые листочки. Вот они молоденькие. Как потеплело сразу же. Хризантемы тоже все у меня перезимовали хорошо. Вот розочки тоже. Хризантемка, вот я ее сильно обрезала, но она все равно дала свой отросточек, значит, все будет хорошо там. Вереск тоже. Вот этот у меня засох вереск. И вот этот. Но остальные все хорошо. Вот тоже хризантема. Прекрасно себя чувствует. И вот то, что я посеяла. Пока я сложила все это один на один. Вот в таком виде. Вот в маленьких таких тоже. И внизу там за бельем не видно, наверное, еще тоже стоят. В общем, пользуюсь своей террасой по максимуму. Что вырастет, не знаю. Ну, посмотрим. Всем привет, мои дорогие подписчики. Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Наливайте себе чайку, кофейку. Я вот пью такой чай мятный, купленный в Лидле. Стоил он что-то там копейки, 60, по-моему, динар. В фильтр-пакетах. Это пепперминт, мятный чай. Вот, вообще, конечно, я люблю натуральные заваривать листочки, но сейчас пока нет, и поэтому и такой пойдет, вкусный достаточно.
Усаживайтесь поудобнее. Сегодня обсудим с вами очень важную тему. Конечно же, только то, что я знаю. Опять же, основываясь на своем опыте переезда и той информации, которую я смогла здесь получить за полгода. Мне написала вопрос одна из моих подписчиц. Такой. Вопрос очень важный, интересный, и я с удовольствием на него отвечу. В связи с наплывом русских в Сербию недвижимость продается любая, ликвид и неликвид. Но какая недвижимость в Сербии считается неликвидной? Какие требования сами сербы предъявляют к недвижимости при покупке? Что сербы сами могут купить в случае, если, например, русские приобретут здесь жилье и потом им понадобится его продать, там, решат переехать снова куда-то, и чтобы не возникло проблем с продажей этой недвижимости, какую нужно приобрести здесь недвижимость, чтобы потом ее можно было легко продать. В общем, примерно вопрос звучит так. Нужно определиться с тем, исходя из конкретной ситуации конкретного человека. Это что? Это, во-первых, сумма денег, на которую вы рассчитываете приобрести жилье. И, во-вторых, это любой человек, в принципе, уже заранее понимает, какое жилье он хочет для себя приобрести. То есть, что это может быть? Это может быть либо дом, либо квартира. Кто-то привык жить только в доме, чтобы была земля и можно было выращивать. Кто-то привык жить только в квартире и в черте города, и в поселковой местности себе не представляет жизни. То есть уже, в принципе, человек должен понимать, на какое жилье он будет рассчитывать, что найти. Говорим сначала про дом. Если вы ищете дом, если у вас большое количество неограниченных денег, не так, как это было у нас, например, ну, скажем, больше 100, как минимум 100 тысяч евро, вы можете подыскать себе дом. 100, я думаю, что это даже маловато, ну, как минимум больше 100. Вы можете подыскать себе дом в городе, в черте города. И такой дом, если, конечно, с ним там все нормально, там нет никаких нарушений, он будет укнижен, безусловно. Иностранцев, чтобы приобрести жилье в Сербии, если это не новостройка, вот как у нас, то если это вторичка, то вам необходимо, чтобы жилье было зарегистрировано, укнижено, чтобы все с ним было в порядке. Только в таком случае вы сможете приобрести такое жилье и потом его без проблем продать. То есть это один из моментов, чтобы не было никаких нарушений, если это вторичка и жилье было укнижено. Второй – сумма денег. Если у вас неограниченное там какое-то большое количество, как минимум больше 100 тысяч евро, то вы можете приобрести дом в черте города. Это будет лучшее вложение для того, чтобы потом продать это жилье, и у вас купили сербы. То есть для сербов, для местных, жилье более ликвидное, то, которое находится в городе, в черте города. Почему? Объясню. Конечно же, много поселков, много живут людей в поселках, местных и русских покупают. Но есть для тех, кто готов платить деньги за дома, есть такой нюанс, что дом все-таки должен находиться в черте города. В поселке, какой бы дом ни был хороший, если там вы найдете очень хороший дом, то все равно, какой бы он ни был хороший, сколько бы там ни было земли, он будет стоить дешевле, чем в городе. Потому что сербы все-таки они отличаются тем, что не как в России, они очень общительные, они очень социально активные, они любят общаться, они любят движуху, они любят такую жизнь, кафе, магазины. В общем, общение и движение. Это, конечно же, бывает по большей части в городе. Дом, который вы купите в городе, конечно, вы его легче продадите, нежели в сельской местности. В сельской местности покупают только те люди, которые занимаются сельским хозяйством. Либо русские. Только по той причине, что дома там значительно дешевле. Опять же, это вот подтверждение моих слов, что дома, какие бы они ни были хорошие, если они находятся в сельской местности, они будут дешевле. И вообще у меня такое впечатление, что сейчас по большей части
покупают дома недорогие в сельской местности, именно русские, потому что это очень востребовано, и можно купить недорогой дом, поэтому вкладываются именно туда. Потом приводят его в порядок, там что-то там. Но для сербов это важный вопрос. Должен быть все-таки дом в черте города, тогда он будет ликвидным, скажем так. Но, конечно же, очень много сербов, которые занимаются сельским хозяйством, которые живут в поселках, и это их устраивает. Вот мне часто задают вопрос, а почему вы не купили дом, например? То есть за эти деньги, в принципе, можно было купить дом. И я уже много раз отвечала, но сейчас еще раз отвечу, что вы же сами понимаете, что жизнь в поселке, она не может быть такой же, как жизнь в городе. То есть у нас до центра города 7 минут на автобусе. Пешком мы ходим гулять иногда, это 20-25 минут в центр города. Здесь есть все, не нужно никуда ехать. То есть все, что необходимо для жизни, здесь не то чтобы в центре города, а у нас рядом, да, с домами есть практически все. В какие-то такие вещи, как поликлиника, вот когда мы оформляли документы все вот эти учреждения, ветеринарки и так далее, ехать это вот, ну, 5, 7, 10 минут, не дальше. То есть это город, здесь все находится, не нужно никуда ехать. Во-вторых, здесь проходит очень много мероприятий. Не то чтобы я прям была фанатка каких-то там концертов, мероприятий, но процесс прогуляться вечером, скажем так, когда ты теплое время, и когда ты просто выходишь погулять, походить, то есть находить какие-то шаги, километры, чтобы было движение в жизни, этот ам, это не просто так, ты просто ходишь вдоль там реки, по лесу, а ты можешь зайти, например, в центр города, где проходит масса летних мероприятий интересных, зрелищных. И все это бесплатно. Это все бесплатно. На территории крепости также очень много мероприятий проходит. И концерты, и выставки. То есть ну, мне нравится такой образ жизни. Я люблю гулять, я люблю ходить, я люблю лицезреть что-то, впитывать в себя. То есть мне это интересно. Конечно же, я обожаю природу, но здесь она тоже есть. То есть вокруг есть природа. Ее достаточно. Есть парки, есть Нишкобаня, где тоже природа, горы, леса, все это здесь есть. Поселок, насколько я себе представляю, там нет таких мероприятий. То есть, ну да, то есть это огород, это выращивание, сельское хозяйство, это прогулки просто вот по поселку, природа, которая здесь также есть, как я уже сказала. И если ты хочешь какое-то разнообразие, то это обязательно выезд из поселка, куда-то в ближайший город. Опять же, возвращаемся к тому, что нужно ехать в город. Поэтому, и не говоря уже о том, что там вопрос системы отопления более сложный, конечно же. Вопрос того, что в доме нужно очень много делать, и не то, что один раз делать, а всегда поддерживать. То есть там нужна чисто мужская сила, физическая. Без этого, мне кажется, невозможно женщине одной. Ну, сын, конечно, у меня мужчина, но ему нужен другой образ жизни. Он получил хорошую специальность и хочет работать. Кстати, один из важных вопросов тоже, почему мы купили именно в городе, потому что в городе есть возможность работать по его специальности, есть возможность продавать мои картины. В поселке этого бы всего не было, нужно было бы уезжать, выезжать. Вот, несмотря на это все, я очень люблю растения, я очень люблю а, высаживать, выращивать. Я очень люблю природу, но все-таки для нас удобнее жить в городе и пользоваться каким-то минимумом. Вот я у себя на террасе, например, высаживаю сейчас растения разные, и гулять мы ходим, лицезреем природу, поэтому нам этого достаточно. Нам удобнее жить в городе, конечно же. И система отопления намного сложнее зимой. То есть там надо дровами топиться, там нужно за печью смотреть. Поэтому, конечно же, вопрос для нас был очевидный. Ответ на наш вопрос в городе или в деревне, в поселке. Нам удобнее, конечно же, в городе. Но вернемся не к нам, а вообще к вопросу о том, где лучше покупать. Как я уже сказала, дом, если у вас есть немаленькая сумма денег, дом, купленный в городе, вам будет проще продать, конечно же, если у него с документами все хорошо.
в случае, если он вам потом не нужен будет, вы соберетесь еще куда-то переезжать. Квартиру в городе тоже вам будет проще продать, но это если рассматривать уже, что вы хотели приобрести именно квартиру. Второй вариант – дом в поселке. Если у вас небольшая сумма денег, у вас есть, вы не как вот я без супруга, без мужа, у вас есть муж, жена, семья, там есть помощники еще какие-то, я имею в виду еще, может быть, родственники, там с мамой, там, с папой переехали. И вы готовы к такой жизни, к сельской, то есть вы будете выращивать там, заниматься сельским хозяйством. Ну, может быть, это и не обязательно. Может быть, вы будете подрабатывать, ездить в город, каким-то образом зарабатывать. То тогда, конечно же, вам лучше приобрести дом в селе. Но, как я уже сказала, дом в селе никогда не будет стоить столько же, сколько дом в городе. Потому что сербам неважно, насколько этот дом хорош, им важно в первую очередь расположение. А так, как я уже сказала, они социально активны, они с удовольствием живут вместе. Таких вещей, как в России, удалиться от города и жить где-то отдельно в лесу, в хоромах шикарных, здесь таких вещей нет. Поэтому, если вы потом будете продавать, то сербы, скорее всего, не купят за большие деньги, если даже это будет хороший дом, но где-то в отдалении, в часе езды от города, вряд ли. Вот, в общем, если вы приобрели, не попадаете в ценовую политику продажи дома в городе, то тогда, естественно, вы покупаете в поселке. Но нужно быть готовым к тому, что придется в этот дом еще вкладываться. Нужно быть готовым к определенному образу жизни, то есть это печное отопление, скорее всего. Конечно же, есть варианты газифицированные. Есть, но, насколько я знаю, их немного. То есть если вы найдете такой дом и недорого, то ну, это супер. Конечно, это очень хорошо. Значит, какие вообще, в принципе, проблемы существуют с домами? Что значит ликвидный и неликвидный? То есть для иностранца купить дом вторичку нужно, чтобы он был не укнижен, как я сказала, желательно, чтобы он был в черте города, в городе. И, конечно, состояние имеет значение. Не то, чтобы оно совсем не имело значения, но не очень сильно. В Сербии, в принципе, из-за климата, из-за отсутствия центрального отопления, из-за массового отсутствия центрального отопления, то есть оно есть, как я уже говорила, но его не очень много. Есть такая проблема, как плесень. Плесень заводится часто и в домах, и в квартирах. Для этого, конечно же, борются с нею там как-то, каким-то образом. Значит, варианты борьбы в доме с плесенью – это его утепление. То есть, скорее всего, что дом, который был построен не так давно, современный, в черте города, он будет и дорого стоить, он будет утепленным. То есть там вариантов завестись плесенью будет не так много. Но тоже может быть. Я знаю тоже прекрасный дом и утепленный, но из-за того, что там были поставлены окна пластиковые, дом перестал хорошо вентилироваться, плохо проветривался, и вот это запотевание окон пластиковых привело к тому, что там тоже завелась плесень. Хотя дом хорошо утеплен, дом хороший, дорогой, но вот так. Это же относится и к квартирам. Плесень может точно так же заводиться и в квартирах. Существует два вида плесени, скажем так. Значит, одна это, которая берется с улицы через плохое утепление стен дома. Вторая это, которая заводится внутри дома. Даже если у вас стены утеплены, как я уже сказала, она внутри, плесень может также завестись. Для этого должно быть хорошее проветривание, хорошая вентиляция. И нужно отслеживать. Вот у нас мы приобрели такие, как это называется, сейчас покажу. Вот у нас есть такие приборчики. Вот этот привезен из России, вот этот куплен здесь, в Сербии.
Значит, сразу в чем отличие? Они показывают температуру и здесь, и здесь. Здесь показывает влажность и здесь, и здесь. А, ну, там, неважно, там, время там, и так далее. Разговор не об этом. То, что здесь приобретенный в Сербии, не просто показывает влажность, при том, когда влажность повышенная, при определенном, вот на 65, когда влажность уже есть, вот сейчас у нас 55, 22 градуса тепла и 55, при том, что у нас не включено отопление, при 65 показателе влажности он начинает мигать красным цветом. Это приобретен в Сербии. Потому что, конечно, плесень – это беда здесь. Она заводится очень часто, везде. То есть для чего? То есть сразу, если я вижу, что вдруг, это бывает у нас не часто, могу точно сказать, но если я вижу, что вдруг она стала замигала, и у меня поднялось 65, я сразу открываю окна, проветриваю, чтобы не создавать условия для того, чтобы могла завестись плесень. Как известно, ее вывести потом будет очень трудно. Вот в руках подержала, уже 60 показывает. Вот. То есть нужно смотреть за тем, какие у вас условия, чтобы не завелась эта плесень, чтобы не было повышенного содержания влажности постоянного. То есть как только увидели, что у вас повышенная влажность, проветривали. Почему влажность образуется? Если мы редко проветриваем в квартире, она поднимается. Во-вторых, я готовлю, когда, например, то я всегда стараюсь открывать дверь на террасу, окно, чтобы было проветривание, чтобы эти скопления водяных паров не оставались здесь в квартире. И, в принципе, если вы будете это отслеживать, то плесень не заведется. Но хочу сказать, вот в квартирах у нас новостройка, но не все новостройки делаются так, чтобы через стены к вам не попала плесень. Вот в нашем доме застройщик подумал об этом. Он добавил в раствор, который... Я не строитель, сразу скажу, что я не могу сейчас дословно, скорее всего, объяснить вам. Но, в общем, когда делали стены, в раствор добавляется специальная какая-то смесь, которая против плесени, чтобы плесень не заводилась. То есть этот раствор есть в стенах этого дома. Не все застройщики так делают, потому что это обходится дороже. Но наш застройщик позаботился об этом, слава богу, он так сделал. В общем, может быть, какие-то еще есть моменты. Я, конечно, не строитель, я точно не знаю, от чего еще может снаружи проходить плесень. У нас дом утеплен, конечно же, он обшит плитами специальными, утеплителем. И в том числе вот в составе стен есть вот этот специальный какой-то, видимо, антисептик, я не знаю, который против плесени. То есть, по идее, снаружи к нам плесень пробраться не может. Мы ее можем развести только собственными стараниями, если будем плохо проветривать. Только в этом случае. Как я уже сказала, в домах дорогих тоже используют утеплители. Дом в поселке вы купили, в сельской местности, недорогой какой-то, то, конечно, он будет не утеплен. Там в легкую будет заводиться плесень, поэтому начать нужно будет вам с того, что этот дом нужно будет утеплить, чтобы этого не происходило. И протапливать хорошо дом, чтобы просыхало там все внутри. То есть достаточно большие затраты на отопление. Нельзя чуть-чуть подтапливать. Плесень может тогда тоже и внутри завестись. А если вы будете его хорошо протапливать, хотя бы периодически, то там она жить не будет. И проветривать, конечно же. То есть это специфика, то, что можно отнести к Сербии, это есть здесь. То есть она заводится в легкую, эта плесень, с ней нужно только как-то бороться, пытаться не доводить до тех условий, которые для нее благоприятны, чтобы она завелась. То есть это по поводу ликвидности, скорее всего, тоже. Ну, наверное, теперь коротенько, я уже много рассказала, теперь просто как бы итог. То есть если у вас есть большая сумма денег, то, конечно же, лучше купить жилье в городе, конечно же, лучше купить дом, ну, квартиру тоже хорошо. Если у вас небольшая сумма денег, то лучше покупать тогда в сельской местности дом. Либо небольшую квартиру, вот как мы купили, но в городе. То есть мы не могли себе позволить какое-то дорогое жилье в городе,
Но мы купили все-таки в городе именно из этих соображений, чтобы если мы передумаем, то мы могли бы потом продать это жилье. Конечно же, в поселке вы тоже продадите дом, но он не будет дорого стоить, даже если вы туда вложите большие деньги. Еще девушка пишет о том, что слышала, что сербам не важно состояние дома, а важно, сколько земли. Но если это в сельской местности, то, конечно, это важно, да. Но в городе, как я уже сказала, земли практически нет, и здесь никто не выращивает прям специально. Все сельское хозяйство находится за городом. На что еще обращать внимание? Может быть, на расположение там поблизости, пишет вот кладбище, может быть, какое-то поле, где уборочные будут работы какие-то происходить, вокзалы, военные объекты, тюрьмы. Я так скажу. Конечно, на это стоит обращать внимание. Естественно, вам нужно местность обойти, посмотреть вообще, посмотреть карту, что там находится в этой местности. Приехать, все посмотреть хорошенько, погулять там. А, Я бы не стала приобретать, ну, конечно, там кладбище, это понятно все. Конечно, рядом с полем тоже я бы не стала приобретать, если бы я искала, например, дом в поселке, потому что это будет лететь тоже вот эта мелкая пыль, которая тоже очень вредна на самом деле для дыхания. Я бы не стала приобретать рядом с водоемом, потому что это возможность, опять же, завестись плесени. Это дополнительная сырость в доме будет. Не стала бы приобретать. И рядом с заводом, конечно, если это где-то какой-то завод, то, конечно, тоже не стала бы приобретать. Что там еще было перечислено? Ну, какие-то военные, я, правда, не видела здесь, но тоже бы, конечно же, не стала там приобретать. И еще есть такие нюансы в Сербии. Хорошо, пожалуйста, изучите местность, потому что иногда кажется, что место неплохое, хорошее, и квартира вам понравилась, но может оказаться так, что неподалеку есть поселение, как это, ну, цыган, скажу так, и сразу извинюсь, потому что это считается как оскорбительным немножко. Вообще правильно говорить ромы. Потому что есть такие поселения, и я бы, например, давайте так, это мое личное мнение, я бы не стала там покупать жилье, потому что потом вы его замучитесь продавать, я так скажу. Это иногда не сразу видно. Эту местность нужно рассмотреть обязательно, потому что не всегда это видно сразу. Вот, то есть такие варианты тоже я бы лично не стала приобретать. Есть еще, конечно, очень важные моменты перед покупкой жилья. Это вопрос воды, вопрос смога, потому что эти проблемы в Сербии существуют, и где-то они лучше, а где-то хуже. Поэтому пересмотрите ролики блогеров, кто там живет, вы будете знать. Если вы приехали туда, поговорите, поговорите с местными, еще с кем-то, кто там уже живет. Бывает так, что уже кто-то живет из русских, ну, не ведут YouTube-каналы, как бы вы можете не знать, что там уже живут русские, но если вы приедете, например, в какой-то город или поселок, ну, город-то понятно, что там будут блогеры, ну, например, поселок небольшой, и вам понравится этот дом, спросите у местных, живут ли здесь уже русские, и пообщайтесь с ними. То есть узнайте о состоянии воды, потому что я знаю, что в некоторых местах Сербии вода просто очень плохая. То есть, ну, прям совсем. Она даже имеет желтоватый цвет, запах, пить ее невозможно, и люди покупают воду. У нас этого нет вообще. В нише хорошая вода, и у нас к тому же все равно, на всякий случай, стоит еще и фильтр, привезенный из России. Большой хороший фильтр, гейзер. Но, в принципе, вода в нише хорошая. Есть только такая накипь, хлопья такие белые, видимо, повышенное содержание кальция. Но она без запаха, она не желтоватая, никакая прозрачная. Вот. Также очень важный вопрос – это смог. Общайтесь, вы спрашиваете, потому что, купив квартиру, не узнав все эти вопросы, вы можете очень сильно пожалеть потом.
Мы насчет смога не знали практически ничего, и нам просто повезло. Повезло, что мы купили в таком месте, где смога почти не бывает. Город Ниш, как я уже говорила, похож на город Казань, то есть как бы как Казан. Внизу у него центр находится внизу, и дальше идет на возвышенность. Здесь горы. И мы не совсем в центре, хотя мы совсем недалеко, как я уже сказала, в 7 минутах езды на автобусе от центра. Но мы расположены выше. Весь смог от наших домов, которые топятся дровами, спускается туда вниз, в центр города. У нас он не задерживается. Поэтому мы спокойно пережили эту зиму. Буквально дня 4, может быть, 5 дней мы чувствовали, что пахнет гарью в воздухе, но это не мешало никак вообще. То есть, что такое 4-5 дней за зиму? То есть, прошло и прошло. Не успели испугаться. То есть у нас смога практически не было. А вот когда приезжаешь в этот же день в центр, там чувствуется этот смог. Поэтому это тоже очень-очень важный вопрос, который вам нужно выяснить заранее, чтобы вы потом не пожалели о том, что вы купили такое жилье. И жить там будет просто тяжело. Вообще, сельская местность в Сербии не такая, как сказать, не такая, как в России. Там, в принципе, добираться до города крупного от любого поселка не так уж и далеко. То есть, если у вас будет машина, вам не составит никакого труда добраться до города и поделать там какие-то дела. Насколько я слышала, дороги здесь тоже везде неплохие. То есть, даже в поселковой местности дороги очень даже неплохие. Выбирайте жилье, кто планирует, тщательно выбирайте, общайтесь, не бойтесь общаться, это очень важно. Иногда вы можете узнать какие-то вещи просто чисто случайно. Экология тоже очень важна. Если там находятся какие-то, вот как в Панчево, например, нефтеперерабатывающий завод, то как бы нам не понравился городочек Панчево, но жить мы там, конечно же, не захотели, потому что с экологией там все нехорошо. Поэтому общайтесь, разговаривайте с людьми, которые там живут, и будете знать уже заранее. У вас не будет потом неприятных сюрпризов. Вот, надеюсь, я вам помогла своими советами. Всем пока. 0:30. А у нас готовится картошечка с печенкой, запекаю. Машинка стиральная стирает. Вот. В общем, подстраиваемся под новый график жизни в связи с тем, что теперь у нас дешевый тариф электричества с 11 часов и до 7 утра.